Всем привет, дорогие друзья! Надеюсь, вы по мне соскучились и рады меня видеть. Я тут успешненько откинулся, так что вы со мной аккуратнее, название был «Миска и брился». Меня по-прежнему зовут Владлен, и сегодня мы с вами посмотрим и вспомним Windows Vista. Что это было? Ошибка Microsoft или первая операционная система современности NT6, на которой, по сути, мы сидим до сих пор. А также мама Windows 7, уверен, многими любимой системы. В общем, Windows Vista с Владленом начинаем устанавливать, пацаны. И огромная благодарность нашему постоянному продюсеру Максу Краснянскому. Погнали! Итак, для того, чтобы установить Windows Vista, мы будем устанавливать с компакт-диска. И да, x86 Box уже ее вряд ли потянет, поэтому перейдем на VMware. А чуть позже к железу. Итак, установщик у нас начинает грузиться, появляется вот такая вот полоска. Почему Microsoft приняли решение не размещать никакого логотипа, мне, например, непонятно. Во всех остальных виндах в установщике есть логотип. Итак, появляется замечательный мятный голубой экран, и нам предлагают выбрать язык. Кстати, цветовая палитра действительно достаточно приятная. Да и вообще дизайн Windows Vista мне тоже очень нравится. Так, выбираем язык, русский, и видим кнопку «Установить». Нажимаем. Подождите немножко, выберите сборку. Нас интересует Ultimate. Так, разумеется, мы прочли все лицензионные соглашения и соглашаемся. Кстати, сборочка 2009 года с сервис-паками. Выбираем полная установка. Нам предлагают разметить диск или выбрать просто незанятое место. Мы его выбираем, и сама система сама его разобьет как надо. И пошло у нас копирование файлов. Копирование файлов, извлечение файлов, установка компонентам, установка обновлений, завершение установки. И это самый длительный процесс, хотя на нашем компьютере он не такой уж и длительный. Давайте пока идет установка, я с вами поболтаю вот о чем. Какое впечатление произвела Windows Vista, когда она только появилась в 2007 году? Она была очень тяжелой. Тогда Windows XP был самой распространенной системой, и там работало все, и довольно шустро. Даже компьютеры, которые продавались в Vista RAID, предустановленные Vista, очень жутко с ней лагали. Например, я тогда купил свой первый ноутбук Acer, не помню его характеристик, но там была Windows Vista, которая безбожно тормозила. Она долго загружалась, да и сама вела себя неповоротливо. Я в итоге ее снес и поставил туда XP. И не переходил на Vista, в общем-то, никогда. Я с XP перешел на 7. Хотя Vista пользовался по работе. Многих раздражали постоянно выскакивающий UAC, контроль учетных записей. И система почти на любые действия спрашивала: вы уверены? Вы уверены? И это очень многих раздражало. Также были проблемы с драйверами для старых устройств. Устройства, которые работали в XP, отказывались работать на Vista. К примеру, мой TV-тюнер на 9X и XP работал, а на Vista на него просто не было драйверов. Также не запускались некоторые из старых программ. Например, мой друг работал на заводе, и ему нужен был старый пикат, который поддерживался станком. Так вот, на Vista он не работал. Сами игры тоже больше тормозили. Например, FPS в Unreal Tournament на Vista был на 30% ниже, чем на XP. Говорят, это из-за плохой оптимизации DirectX 10. Потом, конечно, это поправили, да и компьютеры стали помощнее. Но на момент 2007 года это был реально отстой. А тем временем у нас докопировались файлы, и машина ушла на перезагрузку. С диска мы уже не стартуем и продолжаем установку. А нет, еще не все. Завершение установки. Windows Aero выглядело очень красиво, но оно работало далеко не везде. Например, на моем рабочем компьютере его было никак не включить. Что-то ему не нравилась видеокарта в ноутбуке. Да если он работал, прозрачность сжирала немало ресурсов, а пользы практически никакой не приносила. Слава богу, можно было поставить вообще классическую тему. Сегодня мы это попробуем. Также, да, наверное, ни для кого не секрет, что в России многие пользовались пиратским ПО. Так вот, у Vista частенько слетала активация. Я таких жалоб слышал много. В общем, люди считали Vista, может, и красивой, но перегруженной и слишком сложной. Общее настроение было таким: XP стабильнее и все поддерживает. Нахера вообще переходить? И действительно, до появления Windows 7, люди не спешили переходить на Vista, и она как-то прошла мимо многих стороной. Впрочем, напишите в комментариях, я их все читаю, пользовались ли вы в реальной жизни Windows Vista. Ну ладно, перемотаю для вас. Итак, включилась у нас винда. Предлагают нам выбрать иконку, имя пользователя и пароль. Я буду котиком. Властелин в ЛПК. Название этого компьютера, например, компьютер в гостиной. Используют автоматические параметры защиты, часовой пояс, Краснодар,
Не надо никакого зимнего времени. И находимся мы дома. Спасибо. На здоровье. И дальше идет проверка производительности компьютера. Да, кстати, в Висте уже появилась такая штука, как индекс компьютера, который показывал циферку, сколько у вас очков видяхи, сколько очков системы. И тут нам даже пропагандистские лозунги предлагают. Кстати, обратите внимание, они стали краткие и лаконичные. Давайте их прочитаем. Windows Vista — правильный выбор. Операционная система должна быть простой, удобной в работе, быстрой и надежной. Ну вот насчет быстрой и надежной я бы поспорил. Вы сделали правильный выбор. Сами вы его сделали, и его сделали за вас. Новый уровень общения. Поддерживать контакты с друзьями и близкими станет легче и безопасней. Что бы вы ни выбрали, голосовую связь, видео, фотографии или текст, с Windows Vista у вас появится масса новых возможностей. Какая-то очень абстрактная мысль. Как будто в XP нельзя было установить программы для общения. Тот же ICQ или Skype. Сохраните яркие моменты. Удобные средства загрузки, обработки и печати фотографий Windows Vista помогут сохранить дорогие вам воспоминания. Развлекайтесь, играйте, общайтесь. Windows Vista предоставляет новые игры, самую современную возможности. Яркую трехмерную графику, множество способов подключения к мировому игровому сообществу. Но слушайте, совершенно какие-то обтекаемые вода. Воду льют нам. Поиск будет успешным. Windows Vista поможет быстро найти нужные программы и документы, сообщения в электронной почте и упростит поиск в интернете. Усиленная безопасность. Windows Vista обеспечит более быструю и надежную работу с интернетом. Но как? Это же браузер должен обеспечить. Windows Vista — правильный выбор. Сейф? Да. Он просто притворяется пакетом с обыкновенной содой. Никто не додумается заглянуть, кому вообще нужна сода. А при заказе подарок. Сейф-тостер. Туда тоже влезет немало купюр. Идеально для чулана или антресолей. Итак, проверилась производительность у нас. И мы слышим знаменитый звук. Добро пожаловать. Завершение работы. Ладно, перезагрузка. Вуаля! Ну вот и установилась наша Windows Vista. Что это такая за тень справа? Так, я же уже выбирал. Выберите, где вы. Я дома. Это панель виджетов. О да, кстати, знаменитая штука из Windows Vista. Виджеты. Они в ней появились и в ней же и загнулись, потому что в семерке их уже не было. Тут где-то был индикатор процессора. Да, вот, смотрите, индикатор процессора, индикатор памяти. Единственный полезный виджет. Зачем мне такие крупные часы сбоку? Вот вообще не представляю. Кто вообще это придумал? Погода. У меня и в Windows 11 на панели задач показывает температуру. Нет доступа к службе. Не могу посмотреть, что там в Краснодаре. Я вам не говорил, я из Краснодара вообще-то переехал в Питер. Вот такое вот у нас меню персонализации. Некоторые жаловались, говорят, раньше панель управления была интуитивнее, а теперь это что такое? Вот можно выбрать оформление, фоновый рисунок. Я не буду смотреть эти обои, потому что они никакой ностальгии ни у кого не вызывают. Вряд ли их вообще кто-то видел, кроме меня. Заставка Windows. Заставки, к сожалению, здесь такие же, как и Windows XP. Но без видеодрайвера они у нас не работают. Я хотел поставить VMware Tools, но, к сожалению, для них надо Windows 7. Так что в Vista драйвера на видяху мы не установим. Давайте хоть разрешение экрана получше сделаю. Давайте глянем, какие тут были игры. Говорят, новые игры подвезли. Аппаратное ускорение отключено, но игра должна все равно работать. О, Маджонг. Слушайте, а я такого даже не видел. Вообще, знаете, я люблю Маджонг. У меня, например, в телефоне есть, я играю периодически. Ну, разумеется, вот такой маджонг, в котором надо находить две одинаковые карточки и ликвидировать их. Довольно неплохо. Ради этого и стоит установить Висту. Дальше у нас шахматы. Но шахматы, мне кажется, это игра для глупцов, поэтому не думаю, что мне стоит играть. Я же человек умный, поэтому в такую ерунду не играю. Блин, какого хрена? Также тут появился вот такой вот красивый медиацентр. Впрочем, медиацентр был и к Windows XP. У меня даже был диск Windows XP Media Center Edition. Насладиться мы им не сможем, и, честно говоря, я вообще не очень понимаю, для чего он был придуман. Наверное, для того, чтобы пользоваться виндой на телевизоре? Ну, видимо, да. Кроме того, видяха у нас несовместима с ним. Ну и давайте глянем, какой же тут Paint. А, все еще старый добрый классический Paint. Правда, теперь мазки цвета сверху. Помнится, в 9X они были снизу. Purple Place. Это что это? Не хочу знать, что это такое. А вот игра Inkball. Я такой, честно говоря, тоже не видел. Странно, на моем рабочем компьютере вообще не было
никаких игр. Ну, видимо, фирма устанавливала такую версию, чтобы в ней не было игр. Поэтому я их, вот это сейчас вижу в первый раз. Вы кто-то видели такую игру? Тут надо чертить, чтобы мячики отскакивали от стен. Очень интересно. Ну, а здесь можно посмотреть производительности нашего компьютера. Рейтинг 1, это самый низкий рейтинг. Общий рейтинг ставится по самому низкому показателю из всех. Вот, например, графика у нас 1.0, потому что у нас нету никакой видеокарты. Странно, что процессор не максимальное значение. Видимо, Core i9 13-го поколения считается не очень хорошим. Да и память тоже. Что там DDR5, 5600. Ну и давайте протестируем классическую схему Windows. Да, вот так она и выглядит. Так же, как и Windows 9X. Правда, как-то как будто бы она чуть-чуть красивее выглядит. Не знаю. Я бы хотел такую на Windows 11 себе. В общем, вот такая она Windows Vista. Может быть, она просто опередила свое время, а может, мы были слишком нищебродами, чтобы купить нормальный компьютер, и оно все там работало. Хотя на самом деле ответ еще проще. Это был первый блин комом. И к семерке уже все это исправилось. Появились и поддержка драйверов, да и разработчики свои приложения подоптимизировали под эту винду. И вот этот Windows NT 6 жив до сих пор. Сейчас он называется NT 10. Ну, по факту это NT 6. И мы пользуемся им по сей день. Так что давайте не будем ругать Висту. Она была первопроходцем в этой системе. Ну и довольно красиво выглядела. А вы, друзья, поставьте лайк этому видео из уважения к Висте или ко мне. И напишите комментарий, если не знаете, что написать. Напишите просто «Владлен молодец». А я прощаюсь с вами. До скорых встреч. Пока.